Знаете эти лохотроны с клешней? Недалеко от моего дома есть один, он даже рабочий. Хватаешь за шарик и вытягиваешь игрушку. Однажды медвежонок пришел после работы и принес мне свой выигрыш. Это оказался вот такой набор с машинками. Я не фанатка тачек, поэтому хочу их закастомить. Очень хочу использовать остатки своего воздушного пластилина. Все-таки пластиковые машинки глину не вывезут. Материала мало, идей много. Давайте вместе выберем нашу жертву. 3 машины, 1 чемпион. Черная машинка с криво наклеенными наклейками. Желтая машина. Я вас ударила первая. Молния Маккуин. Да, я ожидала от тебя большего. И голубая слепая тачка. Он самый кривой, да еще и неполноценная бракушка. Жертва найдена. Да, начнется преображение. У меня есть прикольная задумка. Снимаю все наклейки, что могу. Сделаю из гоночной машинки улитку на колесиках. Вот утеха. Форма у нас неподходящая. Создадим ее с нуля. Ох, это будет колоссальное преображение. Для этого я взяла газету. Это редкость, зато бесплатная бумага. Намну нужную себе форму. Это будет раковина, а это голова улитки. Быстрая проверка линейкой. Я же не хочу, чтобы из-за моих нововведений игрушка перестала функционировать. Просто так бумагу не присобачить. Я лохушка без клея. Зато фольга есть в каждом доме, и она идеально подходит для этой задачи. Теперь наша игрушка обретает форму. Но даже так она слетает. Пора переходить к пластилину. На данном этапе достаточно просто облепить все, не особо стараясь. Сейчас главное сцепить все вместе. Пластилин быстро заканчивается, а моя улитка выглядит так, словно на нее вырвало рандомайзером цветов. Не переживай, ты не будешь более уродливым, чем был изначально. Боюсь, из-за ограниченных материалов я буду вынуждена использовать акрил, чтобы все покрасить вручную. Это значит, что сейчас я могу сосредоточиться на форме будущей игрушки. По какой-то неизвестной причине я увидела шею улитки и решила, что это выглядит тупо. О чем я думала? Он выглядит нормально. Нет, я буду налепливать огромный кусок пластилина. Зачем? Так надо. Потому что я отключилась и начала налепливать капли. Самое простое, что можно сделать. И я начала кайфовать. Представляете? Это было весело, поэтому мое сознание определило будущую тему игрушки. Как вам такая идея? Сладкая улитка на колесах. Понимаю, звучит очень рандомно, как фиолетовый компьютер-стриптизер. Согласны? Но таков уж мой вайб. Это будет сладкая улитка. Улитка-торт. Улитка с рулетом вместо ракушки. Это рулетка. Рулитка! Да, назову ее рулитка. Это гонщица из сладкой вселенной. Все существа в этом мире являются вкусняшками. И хоть наша улитка кажется ванильной и приторной, в реальности она крутая скоростная чемпионка. Раскатаем длинную сосиску для крема. Да, я могла сократить время, просто нарисовав спираль, но мы стремимся к реализму. Душнилы. Какая пироженка без вишенки на торте? Добавляем кремушка и мою любимую вкусняшку всея Руси – безе. Обожаю безе. Это просто сахар. Чистый сахар с белком. Я так люблю сладости. Жопу продам за вкусняшку. Но сейчас не об этом. Посмотрите, какая аккуратная меренга получилась. Знали бы вы, как я сдерживаю, чтобы не съесть это прямо сейчас. Она выглядит так реалистично. Возьми себя в руки, женщина! Боже, это ужасно. Посмотрите на вишенку, она кривая. А знаете что? Так и задумано. Да, моя улитка такая скоростная, она на колесиках, что даже хвостик вишенки не выдержал ее скорости. Что еще мне кажется уродливым? Это шея. Боже, спрячьте ее от меня скорее. А рулитка меня больше не бесит. Надо же, я теперь так спокойна. Никаких панических атак, все идет по плану. Вау. Только наша улитка немного слепая. Прежде чем вы начнете на меня бузить, у меня были улитки в качестве питомцев. 3 улитки ахатина альбайно. Большие улитки. Их глаза находятся на этих усиках. Они видят очень плохо. Но если я сделаю глаза на усиках, то она будет такая пугающая и странная. А у меня так много места на голове. Мне все равно, у нее будут глаза в виде кукурузных колечек. Глаза на шее. Да,
Скажите спасибо, что я не вылепила их половой орган, который находится у них где? Правильно, на шее. Думаете, это мерзко? Вовсе нет. А вот это да. У меня осталось немного пластилина, и я решила, что мне этого хватит на еще одну машинку. Огненную корову. Но результат налицо. Видите ее гнилые бока? Это я думала, что горячая вода размягчит засохший пластилин. Это же пластилин? Но нет, это мягкий пластилин. Да пошел ты. Фигурка в мусорку. Rest in peace. Но вернемся к улитке. Покрываю ее грунтом и намешиваю цвет наслаждения. Горячий, с орешками, молочный. Люблю шоколад. Некрофилы, покиньте чат. Это будет вкуснющий рулет в шоколадной помадке с заварным кремом. Вы уже проголодались? Боже, я так хочу ее съесть. Чтобы добиться этого результата, мне понадобилось покрасить раковину моей улитки в 3 слоя. Это был долгий час. Мне очень понравилась идея полить ее сверху тонким слоем темного шоколада. Только вот из-за этого пришлось перекрашивать крем, потому что он был засран после такого количества краски. Я начинаю раздражаться. Вишенка, да! Тебя нельзя испортить. Ты такая красная, аппетитная. Что ж, остается только нога и голова улитки. Тело улитки называется ногой. Разбивашки вместе сахар. Ее тело это коржик. Рожки слегка пригорели. Нет, не так. Они подрумянились. Подровняем крем. Боже, он еле перекрывает. Мне безумно нравится идея добавить голубой цвет. Неожиданно? Он прям в тему. Мне не хватает холодных цветов в этой работе. Вы посмотрите, все идеально сочетается. Я также нарисовала голубую и красную присыпку, немного сахарной присыпки на рожки и та-да! Моя готовая рулитка. Я хочу ее. Она такая аппетитная, красивая, стилевая. И она катается. Это не просто вкусняшка, она на колесиках. Есть ли проблемы? Ну, да, она немного оказывается кривая, но я не вижу проблемы. Это же скоростная улитка. Она так часто участвовала в гонках, ее постоянно заносило на поворотах, что она осталась такой навсегда. Знаете, когда вам мама говорила, не строй рожицы, такой и останешься? Так вот, рулитка маму не послушалась. Так она выглядела до, а так после. Теперь это моя личная игрушка. Я без ума от нее. Если вы повар, приготовьте ее. Кто круче, Молния Маккуин или моя рулитка? Ответ очевиден. Вот.